Привет, друзья, Миран на связи. Сегодня мы поговорим о 3 августовских релизах, которые объединены довольно обычным параметром. Это релизы непозволительно популярных для Metal Music Madness коллективов. Ну и чтобы не быть голословным, например, в августе вышел новый альбом Disturbed. Но прежде всего, Disturbed попали сюда не просто из-за популярности. Я на полном серьезе считаю, что каждому металлхеду стоит хотя бы разок пройтись по их дискографии. Ну, во-первых, ритм-секция. Да, у этой группы, как и у многих альтернативных команд, прослеживается некое фирменное однообразие, но порой возникают прям культовые рифы. Например, партия гитар в Stricken, и ритм и соло просто улет. Ну а во-вторых, конечно же, Дэвид Дреймон с его прерывистыми фишками и сочнейшими вокальными пачками. Да, Disturbed вернулись и ничего из этого не растеряли. Альбом Immortalized, безусловно, хорош. Музыкальная составляющая не высосана из пальца, она разнообразна и прекрасно исполнена. Но помимо нее в пользу релиза работает еще и некая ментальная составляющая. Disturbed писали этот альбом с 2014 года тайком и недавно ворвались в информационное пространство уже с готовым материалом. Фанаты в восторге и от музыки, и от факта воссоединения группы, а Disturbed лидирует в чарте Billboard, обогнав всяких докторов Dre. Что весьма удивительно, потому как популярность не очень-то изменила группу. Сейчас в них металла куда больше, чем, скажем, в In This Moment. Вот такие победы тяжелой музыки особенно приятные. Вторым альбомом мы немного пощекочем нервы аудитории пубертатного периода и заодно вспомним наших старых знакомых Butcher Babies с их новым релизом Take It Like a Man. Ранее Butcher Babies говорили, что они выпустили свой модерновый дебютник Goliath для того, чтобы показать людям, что они так могут. Но со вторым альбомом они, мол, вернутся к изначальным задумкам. Это меня тогда насторожило. Я подумал, что на следующем альбоме будет нечто уж совсем классическое и трэшовое. Но с выходом Take It Like a Man я смог вздохнуть спокойно. Да, звучание стало ближе к ортодоксальному металлу, не такое вылизанное, но это пошло в плюс. Группа зазвучала агрессивнее, всяческие металлисты обрадовались. Но русские уже никогда не перестанут слушать Butcher Babies, ну, по очевидным причинам. Вообще, те самые очевидные преимущества Butcher Babies в то же время являются их проблемой. Многие любители тяжелой музыки отвергают такую сферическую сексуальность в вакууме, потому как она стойко ассоциируется у всех с навязанными идеалами моды нашего времени, а металлхеды, мол, выше этого. По мне, так стоит ликовать, что обладательница такого отличного вокала еще и выглядит отлично. Но если вы по дефолту отвергаете группу, потому что она слишком популярна или соответствует общепринятым стандартам чего-либо, да, вы идете на поводу у той самой моды, которой так сторонитесь. No, you can't stop moving, no, you
Ну и не забудем про покорителей сердец миллионов школьниц Bullet for My Valentine и их новый альбом Venom. От нового альбома Буллетов я ждал примерно того же, что и от остальных сегодняшних релизов. Модного антиметаллического звучания, как на последнем альбоме тех же ITM. Но тенденции к популяризации всяких там коров сделали свое дело, и продюсеры ограничились только изменением внешнего вида музыкантов. Ну а музыка осталась прежней. Может, даже немного позлее стало. Кто-то скажет, что уход басиста Джейсона Джеймса ухудшил положение группы, лишил ее годного фрайскрима, но по мне и сейчас все неплохо звучит. Да просто. Никаких экспериментов со звуком, инструменталом, просто но эффективно. Пока что. Такую вот незамысловатую музыку группа исполняет уже более 10 лет, и вскоре она либо изменит своему первоначальному направлению, либо в таком виде станет классикой для нового поколения, во что сейчас верится с трудом, но все может быть. Поживем, увидим. И что мы имеем в итоге? Внезапно интересные даже для ненавистников мейнстрима 3 релиза от Disturbed, Butcher Babies и Bullet for My Valentine. Но мы на этом останавливаться не будем. Ждите еще один MM в скором времени. А если вам по душе такая музыка, то думаю, вам понравится новый альбом зеленоградской группы Rusty Tea Makers. Ребята выдают качественный современный хард с элементами альтернативы, нью-металла. А еще у них в составе есть постоянный хардкор, что весьма прикольно. Ну и не стоит забывать о 3 вещах. Первое. Ваши пожелания и обсуждение релизов категорически приветствуются в комментариях под видео. Второе. 19 сентября отжигаем и снимаем MMM Live на концерте Эльшторм в клубе Вольта. И третье. 26 сентября повторяем все то же самое на концерте Rave the Requiem в Рокхаусе. Ну и подписывайтесь на наш канал на YouTube, чтобы не пропускать новые выпуски. На наш паблик ВКонтакте тоже подпишитесь. Ставьте лайк под этим видео и нажимайте на кнопку «Рассказать друзьям». С вами был Миран. До связи.